Дитя мое, прежде всего, слушай меня всем весом своего сердца, потому что то, что я собираюсь открыть тебе, это необычное послание. Это божественное, неожиданное, сверхъестественное вмешательство в цикл нужды, который преследует тебя уже много лет. Ты оказался в этом моменте не по случайности, не из простого любопытства, не по стечению обстоятельств, а потому что сам Бог открыл дверь, святое и бесспорное отверстие в твоей судьбе. И мне нужно, чтобы ты остался со мной до последнего вздоха этого послания, потому что секрет, который разблокирует твое богатство, ключ, поворачивающий замок твоего следующего прорыва, не будет раскрыт до самого конца. Если ты уйдешь раньше, ты можешь пропустить то самое указание, которое небо написало с твоим именем. Ты чувствуешь напряжение внутри себя уже сейчас. Тихая боль. Безмолвное давление. Скрытая война между тем, о чем ты молился, и тем, что ты прожил. Ты знаешь, что значит входить в новый месяц с страхом, а не с уверенностью. Ты знаешь, что значит смотреть на свои пустые руки и спрашивать, почему твой урожай все еще не пришел, хотя твоя вера никогда полностью не умерла. И вот я здесь говорю прямо в эту боль. Я, Господь Бог твой, простираюсь в то самое место, где нищета пытается воздвигнуть свой трон. Потому что я не создавал тебя для мучения. Я не творил тебя, чтобы ты носил стыд. Я не призывал тебя жить под тяжестью долгов, тревоги и истощения. Ты был сформирован для наследия, для изобилия, для благословения, для преображения. И все же, слушай внимательно, прежде чем я открою тебе первое чудо, которое уже формируется вокруг твоей жизни, я должен предупредить тебя. Это послание содержит завет, и те, кто останутся до самого конца, получат понимание обещания, которое ждало подходящего времени, чтобы сойти в твою реальность. Не теряй фокус, потому что через несколько минут я обнажу скрытый шаблон, который крал твое обеспечение, пока ты этого даже не замечал. И пока ты его не увидишь, враг будет продолжать шептать лжи о твоем будущем. Но как только он будет разоблачен, следующая глава твоей судьбы ускорится силой, которую ты никогда прежде не переживал. Дитя мое, ты даже не представляешь, насколько близко ты к моменту, когда все изменится. Благословение, которое витало над тобой годами, наконец приходит в выравнивание. Прежде чем это послание окончится, я дам тебе ключ, духовную инструкцию, святое направление, которое откроет то, что до сих пор оставалось закрытым. Ты можешь сомневаться, что такая перемена возможна всего за 1 час, но небо не действует по холодной логике времени. Чудо может раскрыться за 1 вдох. Дверь может открыться, пока ты еще вытираешь слезы. Урожай может появиться на том самом поле, где раньше ты видел только камни. Но услышь меня, если ты остановишься сейчас, ты унесешь свою старую историю в свой следующий сезон. А я привел тебя сюда не для того, чтобы повторять прошлое. Я привел тебя сюда, потому что мой голос — единственный голос, который может разрезать шум страха. Остаться. Слушай. Не двигайся. Потому что в этом послании есть мощное, избранное, преображающее откровение, то, что враг надеялся, что ты никогда не услышишь. И когда я высвобожу его, твой дух узнает его мгновенно, так же, как запертая дверь узнает свой ключ. Держись. Внимай. То, что будет дальше, столкнется лицом к лицу с теми самыми лживыми голосами, которые пытались похоронить твое будущее. Это не просто послание. Это святой, личный, вечный переломный момент. И следующий абзац начинает разворачивание твоего чуда. Дитя мое, теперь, когда ты вошел в этот священный момент, мне нужно, чтобы ты честно посмотрел на ландшафт своей жизни. Годы ты несешь вес тихих битв, о которых знают всего несколько людей. Ты наблюдал, как твоя сила истончается, как дым между пальцами, и задавался вопросом,
Почему бури сначала обрушиваются на твой дом? Почему ветры кажутся сильнее именно вокруг твоего имени? Ты смотрел на свои финансы и видел не изобилие, не урожай, не богатство, а сухость, задержку и разочарование. И больше всего ранило тебя не только отсутствие денег, но чувство, будто ты стоишь один посреди пустыни, где помощь никогда не приходит вовремя. Ты пытался справляться с ответственностью, имея уставший дух. Ты научился растягивать то, что невозможно растянуть. У тебя были ночи, когда ты тихо плакал, чтобы другие не увидели твою сломленность. Ты умолял Бога, спрашивая, почему твои молитвы звучат, как эхо, возвращающееся к тебе без ответа. И хотя ты шептал слова веры, твое сердце часто носило в себе тихий страх, страх провала, страх потерять все, страх так никогда и не войти в жизнь, о которой ты когда-то мечтал. Нищета, дитя мое, это не только отсутствие ресурсов, это удушающая вера в то, что в будущем нет для тебя двери, нет пути вперед, нет ключа, чтобы открыть твое наследие. Были дни, когда ты чувствовал себя чужим в собственной судьбе, будто благословение и чудо предназначены для других. Ты видел людей вокруг себя, которые продвигались вперед, пока ты оставался на месте, застыл, забыт, проигнорирован. Ты видел, как возможности проходят мимо, будто небо пропустило твое имя. Каждый упущенный момент казался подтверждением того, что, возможно, с тобой что-то не так. Возможно, ты верил, что ты не избран, недостоин или не предназначен процветать. Нищета, когда она давит на разум, начинает шептать лжи об идентичности. Она убеждает тебя, что твой труд бесполезен, что твоя вера слишком мала, что твое сердце слишком слабо или что твоя судьба уже написана в поражении. Но услышь меня, это неправда. И тот факт, что ты слушаешь сейчас, доказательство того, что истина пробивается к тебе. Прежде чем я открою более глубокую тайну того, почему твои финансы были заперты, я попрошу тебя сделать одну важную вещь. Не потому, что я ищу внимания, а потому, что ты должен сознательно включиться в этот момент. Остановись на мгновение и поставь этому видео отметку «Нравится». Сделай это как акт согласия, как пророческий жест того, что ты открываешь свой дух, что ты говоришь «Бог, я слушаю». Я принимаю. Я вхожу в откровения, которые ты приготовил для меня. Каждый акт послушания запускает духовную волну, и этот простой жест – твоя декларация, что ты отказываешься проходить. Через это послание пассивно. Это не развлечение. Это начало твоего преображения. Теперь слушай еще внимательнее, потому что следующие слои проникнут глубже. Ты выжил не только под финансовыми атаками, но и под эмоциональными и духовными. Ты проходил через моменты, когда враг пытался убедить тебя, что нищета – твоя участь, что нужда – твоя идентичность, что страдание – постоянное состояние твоей жизни. Ты был окружен почти чудесами, дверями, которые казались открытыми, но закрывались в тот момент, когда ты подходил к ним. Ты жил циклами, моменты надежды сменялись моментами краха. Каждый раз, когда ты начинал подниматься, происходило что-то, что снова тянуло тебя вниз. Это не совпадение. Это не просто невезение. Это была целенаправленная стратегия против твоей судьбы. Ты жил под тяжестью, которую никогда не выбирал, унаследованные модели, родовые ограничения, окружение, высасывавшие соки из твоего сердца, люди, саботировавшие твой прогресс, решения, принятые задолго до твоего рождения, которые создали духовные тени вокруг твоих финансов. И через все это ты продолжал пытаться, продолжал верить, продолжал сеять семена в землю, которая отказывалась давать урожай. Ты спрашивал, почему ничего не меняется? Истина, дитя мое, в том, что ты пытался сажать в почву, которая была духовно ограничена. И сейчас я здесь, чтобы разрушить это ограничение.
Но прежде чем придет разрушение оков, ты должен понять глубину битвы. Были моменты, когда тревога стала твоим безмолвным спутником, когда страх давил на твою грудь, словно физическая сила. Ты боялся конца каждого месяца. Ты боялся счетов, которые все росли и росли. Ты боялся потерять дом, потерять достоинство, потерять способность дышать без того, чтобы финансовое давление душило тебя. Враг использовал эти страхи, чтобы затуманить твой взор, притупить твою надежду, ослабить твою веру в то, что ты создан для изобилия. Вспомни ночи, когда ты не спал, все пересчитывая, переживая, прокручивая в уме худшие сценарии. Вспомни дни, когда ты скрывал свой стресс за улыбкой. Вспомни внутренний конфликт между доверием моим обещаниям и чувством, будто жизнь тебя предала. Эту внутреннюю войну я сейчас и вскрываю. Потому что пока ты не увидишь битву ясно, ты не поймешь величия победы, которая идет. То, что ты называешь мучением, на самом деле было попыткой врага перехватить твое наследие. То, что ты называешь задержкой, было атакой на твое обещание. То, что ты называешь провалом, было духовным нападением, призванным разорвать тебя с тем заветом, который я приготовил для тебя задолго до того, как ты вошел в этот мир. Ты жил под давлением не потому, что ты слаб, а потому, что ты избран. К твоему имени привязано мощное чудо, и тьма сражалась с тобой, потому что боялась того, что случится в тот день, когда ты наконец поймешь, кто ты на самом деле. И сейчас, в этом послании, этот день настал. Ты не предназначен оставаться в циклах скудости. Ты не предназначен выживать на крошках, когда я приготовил для тебя урожай. Ты не предназначен смотреть, как возможности проходят мимо, когда я создал дверь специально для твоих шагов. То, через что ты прошел, не твоя судьба, это последняя прямая перед прорывом. Будь еще ближе. Эскалация не окончена. Следующая часть столкнется с тем всем, что держало твои финансы в заложниках. И когда ты увидишь то, что я собираюсь открыть, ты никогда больше не посмотришь на свою жизнь по-прежнему. Дитя мое, теперь, когда я обнажил тяжесть, которую ты нес, мне нужно вести тебя глубже. Здесь многие отворачиваются, потому что смотреть в глаза истине иногда труднее, чем смотреть в глаза нищете. Но ты должен остаться. То, что я открою здесь, это секрет, связывающий твое страдание с твоим будущим чудом, и без этого понимания ты никогда не получишь полноту благословения, изобилия, наследия и богатства, которые я приготовил для твоей судьбы. Поэтому слушай внимательно и укрепи свое сердце, потому что я задам тебе вопросы, которые режут, вопросы, которые открывают раны, которые ты пытался забыть, вопросы, которые вскрывают место, где враг построил стены вокруг твоего духа. Это не вопросы, чтобы пристыдить тебя. Это вопросы, чтобы освободить тебя. Скажи мне, дитя мое, сколько раз ты убеждал себя, что молишься, тогда как на самом деле ты лишь выживал? Ты говоришь о вере, но как часто эта вера была покрыта усталостью? Сколько твоих молитв было прошептано не с надеждой, а со страхом? Ты говорил: «Бог, помоги мне», но внутри своего сердца ты сомневался, помню ли я еще о тебе. Не показывает ли это, как враг пытался отравить твое доверие? Ответь мне честно, сколько ночей ты плакал тайно, потому что чувствовал себя покинутым? Сколько утр ты просыпался с тяжестью, зная, что твоя реальность совсем не похожа на обещание, в которое ты верил? Сколько раз ты смотрел на свой банковский счет и испытывал стыд, словно твоя идентичность измеряется цифрами? Нищета – это не только отсутствие денег, это рана в душе. И я мягко прикасаюсь пальцем к этой ране, чтобы ты мог ее почувствовать. Позволь мне задать тебе еще один вопрос, тот, которого ты избегал больше всего, когда ты начал верить, что твоя жизнь всегда будет такой тяжелой. Подумай внимательно.
Это было после потери работы, после предательства, после того, как перед тобой захлопнулась дверь? Или это было после многих лет попыток быть сильным, быть ответственным, продолжать идти, только чтобы снова и снова видеть, как все разваливается? Дитя мое, когда твое сердце приняло ложь о том, что страдание – это твоя идентичность? А как насчет решений, которые ты принимал? Возможностей, которые ты упустил, потому что тобой управлял страх? Моментов, когда ты уходил, потому что чувствовал себя недостойным? Сколько почти чудес умерло у тебя в руках потому, что ты не верил, что достоин благословения, которое я пытался послать тебе? Сколько раз ты видел открытую дверь, но колебался войти, потому что нищета в твоей душе шептала: «Это не для тебя». Не отворачивайся от этих вопросов. Пусть они пронзят тебя, потому что пронзение приводит к откровению, а откровение – к преображению. Позволь мне спросить тебя то, на что мало кто решается ответить. Чувствовал ли ты когда-нибудь злость на Бога? Ты улыбаешься, молишься, говоришь о доверии. Но глубоко внутри чувствовал ли ты когда-нибудь обиду, замешательство или разочарование? Господь, почему я? Почему мой урожай никогда не приходит? Почему другие поднимаются, пока я падаю? Почему я несу тяжести, которые не выбирал? Дитя мое, я уже знаю ответ. Я задаю эти вопросы, чтобы ты сам столкнулся с этим. Молчание прячет раны, но истина их исцеляет. И скажи мне вот что: сколько раз ты просил меня о чуде, тайно веря, что ты не избран для великого? Будь честен. Сколько раз ты смотрел, как другие процветают, и говорил себе, что тебе просто не везет? Сколько раз ты уменьшал собственные мечты, чтобы не испытывать боли разочарования? Ты просил изобилия, но ожидал объедков. Ты просил обещания, но готовился к разочарованию. Это то, что делает нищета, она убивает надежду изнутри. Теперь услышь меня, когда я задам еще более глубокий, острый вопрос: кто научил тебя бояться собственного будущего? Кто убедил тебя, что ты недостоин процветания? Кто посеял в твоем разуме убеждение, что твоя роль в жизни – бороться, с трудом выживать, вечно быть на шаг позади? Это был родитель, партнер, друг. Это был провал, стыд, сама жизнь. Или это был враг, шептавший в тихих уголках твоего духа, строя тюрьму из твоих собственных мыслей? И теперь самый болезненный вопрос: почему ты веришь в свое страдание больше, чем в мой завет? Почему страх говорит громче, чем мой голос? Почему битвы прошлого звучат громче, чем обещания твоего будущего? Ты позволил ранам определять тебя больше, чем моему слову. Ты позволил поражению стать твоим ожиданием. И все же ты все еще взываешь ко мне. Ты все еще ищешь меня. Ты все еще надеешься. Это искра веры, поврежденная, но живая. Вот почему я говорю с тобой сейчас. Дитя мое, позволь мне привести тебя в один момент Писания, момент, который отражает твою жизнь. Помнишь ли ты вдову из 4 главы 4 царств? Ее муж умер. Ее долги росли. Взыскатель пришел забрать ее сыновей в рабы. У нее не было ничего, ни денег, ни власти, ни союзников. Ее сердце было разбито. Ее мир рушился. Но она все же пришла к моему пророку. Она все же попросила. Она все же поверила. И я сказал ей: иди, попроси сосудов. Не набирай мало. Эта маленькая бутылка с маслом стала ее избавлением. Масло лилось и лилось и лилось, пока не наполнились все сосуды в ее доме.
Ее недостаток стал изобилием. Ее мучение стало чудом. Ее пустота стала богатством. И тот же Бог, который наполнил ее сосуды, это Бог, говорящий с тобой сейчас. Но слушай меня внимательно. Ее чудо началось не тогда, когда масло умножилось. Оно началось, когда она без страха и отрицания столкнулась с правдой о своем положении. Оно началось, когда она приняла боль. Оно началось, когда она задала трудные вопросы. Оно началось, когда она отказалась принимать нищету как постоянную. Поэтому я снова спрашиваю тебя, дитя мое, какой сосуд твоей жизни ты держал пустым из страха? В какой мечте ты перестал наливать масло? Какой потенциал ты похоронил? К какой двери ты отказался подойти? Какой ключ ты держишь в руках, но так и не использовал? Не убегай от этих вопросов. Пусть они разрушат старые структуры внутри твоего духа. Потому что то, что будет дальше, потребует открытого сердца, готовой души и разума, готового к обновлению. В следующей части я покажу тебе, как подняться. Я покажу тебе, как история этой вдовы связана с твоей судьбой. Я покажу тебе, как разблокировать преображение, которое я приготовил. И когда ты увидишь это, все внутри тебя сдвинется. Остаться со мной. Откровение продолжается. Дитя мое, теперь, когда вопросы открыли самые глубокие комнаты твоего сердца, слушай меня, пока я поднимаю завесу над тем, что ты никогда полностью не понимал. Это следующая часть не для поверхностного слушателя. Не для тех, кто подходит к моему слову лишь из любопытства. То, что я сейчас открою, предназначено только для тех, кто ходит с трепетным ожиданием, для тех, кто понимает, что когда Бог говорит, это не просто звук, это божественный, преображающий сдвиг в невидимых измерениях. Так что наклонись ближе. Утихомирь свои мысли. И приготовься, потому что дальше я открою привилегированное знание, такой секрет, который меняет будущее. В каждой судьбе есть момент, когда человек стоит между двумя путями, знакомым путем, который ведет в никуда, и святым путем, который требует мужества. И сегодня ты стоишь у такого перекрестка. Это твоя моральная дилемма. Это, где ты должен выбрать, продолжишь ли ты жить в той версии себя, которую сформировали нужда, страх и выживание, или войдешь в того человека, которым ты всегда был предназначен быть, сосудом изобилия, носителем благословения, получателем чуда, ребенком, который уверенно ходит в своем наследии. Позволь мне сказать тебе то, что немногие понимают. Процветание – это не только поток денег, это состояние сосуда, который их принимает. Сломанный сосуд протекает. Напуганный сосуд колеблется. Сомневающийся сосуд отвергает урожай. Поэтому вдова сначала должна была собрать сосуды, потому что без вместимости даже божественное движение будет растрачено. И сейчас я должен задать тебе вопрос с весом. Готов ли ты стать сосудом, который сможет удержать то, что я собираюсь излить? Готов ли ты столкнуться с теми частями себя, которые работают против твоего собственного обещания? Здесь и рождается моральная дилемма. Ты не можешь принять чудо, крепко держась за мышление, которое родило твою нищету. Ты не можешь войти в богатство, пока твое сердце все еще носит убеждение, что ты недостоин. Ты не можешь пройти через новую дверь, пока цепи прошлого тянутся за тобой. Такова твоя дилемма. Откажешься ли ты от идентичности нищеты или оставишь ее своей страховкой? Нищета, хоть и болезненна, может стать знакомой. Знакомость – опасный комфорт. Она может помешать преображению. Позволь мне открыть скрытую истину. Враг не боится твоего нынешнего положения. Он боится твоего потенциала. Он боится того, что случится в момент, когда ты поймешь, что находишься в завете с Богом,
который не ограничен обстоятельствами. Он боится твоего пробуждения. Он боится момента, когда ты перестанешь плакать у закрытой двери и потянешься за ключом. Поэтому он атаковал твой разум сильнее, чем твои финансы. Он знает, что как. Только твое мышление выровняется с небом, твоя реальность будет вынуждена поклониться твоей вере. И вот здесь, дитя мое, начинается предвосхищение. Я хочу, чтобы ты почувствовал это, сдвиг, формирующийся как первый толчок перед великим движением. Ты можешь этого еще не видеть, но твой дух чувствует. Что-то готово повернуться. Масло готово потечь. Сосуды твоей жизни, твой труд, твои молитвы, твои решения, твое послушание вот-вот будут наполнены так, как ты даже не представлял. Но прежде чем это произойдет, я должен показать тебе, как чудо вдовы отражает твое грядущее преображение. У нее не было ничего. Ты чувствовал тоже. У нее были долги. Ты несешь тихие тяжести. Она чувствовала себя бессильной. Это чувство тебе слишком знакомо. Но ее жизнь изменилась не благодаря ее силе, а благодаря ее послушанию странному, нелогичному указанию. Что, если я скажу тебе, что и ты сейчас стоишь перед указанием, которое покажется странным, нелогичным, неудобным? Что, если твое чудо ожидает по ту сторону того, что бросает вызов всему, чему тебя научило прошлое? Вот привилегированное знание. Каждый прорыв требует момента сдачи действия, которое не имеет смысла естественным, но меняет все в сверхъестественном. Ты не сможешь войти в будущее, которое я для тебя спланировал, пока не отпустишь идентичность, которую навязал тебе мир. Ты должен отказаться от тихой гордыни, которая говорит, что ты должен справляться со всем сам. Ты должен отпустить страх, который шепчет: «Если я попробую снова, я снова провалюсь». Ты должен заглушить голос, который говорит, что ты рожден лишь для борьбы. Позволь мне дать тебе откровение, которое предназначено тем, кто остается до конца. В моем царстве нет такого понятия, как бесплодный сезон, есть только неподготовленные сосуды. Ты плакал о жатве, но построил ли ты вместимость? Ты умолял об изобилии, но убрал ли ты убеждения, которые его отвергают? Ты просил меня открыть дверь, но несешь ли ты в себе непрощение, горечь или стыд, которые не могут пройти через ее проем? Вот предвосхищение, которое ты должен ухватить. В следующей части этого послания я открою нечто, что заставит тебя столкнуться лицом к лицу с тем, что ты позволил управлять твоей реальностью. Это бросит вызов твоим привычкам, твоим убеждениям, твоим шаблонам. Это покажет тебе, почему предыдущие молитвы не приносили того чуда, о котором ты так мечтал, и почему в этот раз все будет иначе. Это вскроет то, что крало твое обеспечение, и полностью разрушит его власть. Но ты должен прийти с открытым сердцем и готовым духом. Дитя мое, пойми, ты переживаешь финансовые трудности не потому, что проклят, ты переживаешь их потому, что не знал законов своего наследия. Процветание в моем царстве течет через выравнивание. Когда ребенок стоит в выравнивании с моим планом, небо не может не пролиться в его жизнь неудержимым потоком. И это то, что идет к тебе, божественный перелив, сверхъестественное переливание, святое излияние богатства и благословения, которое заставит прошлое казаться далеким сном. Но выравнивание требует выбора. Удержишься ли ты за то, кем был, или отдашься тому, кем я формирую тебя быть? Будешь ли ты держаться за свои страхи или отдашь их в мои руки? Выберешь ли ты узкий путь духовного послушания или широкий путь эмоционального комфорта? Это и есть моральная дилемма, через которую проходит каждый избранный, прежде чем войти в изобилие. Приготовься, дитя мое. В следующем разделе я открою шаги, сдвиг, преображение, о которых стонал твой дух. Я покажу тебе, как активировать завет,
как разблокировать ключ, как пройти через дверь, которая ждала тебя. Остаться со мной. Откровение только начинается. Дитя мое, теперь, когда я открыл твой моральный перекресток и привилегированное знание, которые могут нести только духовно пробужденные, настало время тебе войти в тепло моего обещания. Ты прошел через ломку, через вопросы, столкновения, разоблачения. Теперь ты вкусишь сладость моего благословения, уверенность моего завета и сверхъестественную гарантию того, что Бог уже начал готовить твой новый сезон. Прежде чем следующие слова войдут в твой дух, вдохни глубоко, потому что то, что я собираюсь сказать, не просто инструкция, это открытие двери, вручение ключа, высвобождение чуда, которое годами ждало, чтобы найти тебя. Ты ходил по длинным теням, но теперь я зову тебя на яркий край твоего наследия. Битва, которую ты вел в тишине, была увидена небом. Ночи, когда ты шептал молитвы дрожащими губами, были записаны в моем сердце. Слезы, которые пропитывали твою подушку, никогда не были напрасны. Они орошали землю, на которой вырастет твой будущий урожай. И теперь я объявляю тебе со всей полнотой власти, что начался сдвиг, движение настолько мощное, настолько божественное, настолько явно сформированное моей рукой, что даже области твоей жизни, казавшиеся мертвыми, поднимутся снова. Слушай внимательно, потому что эти следующие слова – мое святое постановление над твоей судьбой. Я высвобождаю изобилие там, где была нужда. Я высвобождаю богатство там, где был долг. Я высвобождаю силу там, где была слабость. Я высвобождаю ясность там, где была путаница. Я высвобождаю чудо там, где была невозможность. Это не размытая надежда. Это не эмоциональное обещание. Это мой завет, закрепленный не в случайности, а в вечности. Но ты должен услышать эту истину. Мое благословение приходит не к тем, кто отступает, а к тем, кто делает шаг вперед в послушание. Вспомни вдову, ее чудо началось только тогда, когда она действовала. Масло потекло только тогда, когда она приготовила сосуды. Изобилие проявилось лишь тогда, когда она доверилась указанию, не имевшему логического смысла. Так что теперь я спрашиваю тебя, дитя мое, готов ли ты расположить свои сосуды? Готов ли ты подготовить свою жизнь к излиянию, превосходящему все предыдущие сезоны? Это твой момент выравнивания. Это время, когда твое сердце должно подняться и согласиться с небом, когда твой дух должен провозгласить: «Я принимаю то, что сказал Бог». Твое чудо придет не от напряжения, а от сдачи. Оно придет, когда ты позволишь мне разобрать старые структуры внутри тебя, страх, сомнение, стыд, и перестроить тебя как сосуд, способный носить изобилие, не теряя своей идентичности. Теперь слушай, как я говорю благословение над тобой, и я благословляю твои руки, чтобы все, к чему ты прикасаешься, приносило плод. Я благословляю твой разум, чтобы творчество, идеи и решения текли, как потоки живой воды. Я благословляю твой дом, чтобы мир поселился там, где прежде жила тревога. Я благословляю твой труд, чтобы возможности поднимались из самых неожиданных мест. Я благословляю твои финансы, чтобы цепи долга были разрушены и никогда не вернулись. Я благословляю твой путь, чтобы каждая закрытая дверь, предназначенная навредить тебе, была заменена более великой дверью, созданной для твоего возвышения. Я благословляю твой дух, чтобы твоя вера стала сильнее тех страхов, которые когда-то держали тебя в плену. Я благословляю твое будущее, чтобы твое наследие проявилось так, чтобы принести славу моему имени. Это не временно. Это не просто сезонно. Это сдвиг, запечатанный моей вечной властью. То, что было неподвижным, начнет двигаться. То, что было заблокировано, начнет открываться. То, что было безмольным, начнет говорить.
И то, что было бесплодным, начнет приносить такой урожай, что он заставит замолчать всякое сомнение, которое когда-либо пыталось обмануть тебя. Но услышь меня, возлюбленное дитя, потому что эта часть важна. Ты должен участвовать в собственном освобождении. Ты должен провозглашать своими устами то, что твой дух уже чувствует. Ты должен говорить жизнь над своим будущим. И это начинается сейчас. Я хочу, чтобы ты напечатал кое-что, да, чтобы ты написал комментарий, который согласует твой голос с моим голосом. Не ради алгоритма, не ради внимания, а как акт духовного согласия, как пророческую печать, как публичное заявление в атмосфере неба и земли. Потому что когда ты пишешь с намерением, ты не просто набираешь буквы, ты активируешь завет. Я прошу тебя написать эти слова в комментариях смело и искренне. Я принимаю свой божественный прорыв и вхожу в дверь, которую Бог открыл для меня. Напиши это. Провозгласи это. Пусть духовный мир увидит, что ты согласился с моим указанием. Пусть всякое начальство и власть узнают, что ты отказываешься склоняться перед страхом, что ты отказываешься сдаваться скудости, что ты отказываешься жить под идентичностью, которая была навязана тебе. Твой комментарий становится твоим жертвенником, твоим заявлением веры, твоим символическим поднятием сосуда перед началом излияния. И когда ты провозглашаешь эти слова, знай, масло уже течет. Обеспечение уже движется. Сверхъестественное выравнивание уже началось. Я пошел впереди тебя, убирая препятствия, располагая нужные связи, готовя возможности, призывая ресурсы и организуя моменты, которые откроют полноту твоего обещания. Чувствуешь ли ты это? Сдвиг в атмосфере. Волнение в сердце. Это ранний толчок твоего прорыва. Знак. Шепот. Святое приглашение приготовиться к тому, что грядет. Теперь позволь мне дать тебе одну последнюю гарантию прежде следующей части. Преображение, которого ты ищешь, больше не потребует, чтобы ты сражался в одиночку. Я ставлю ангелов вокруг твоего пути. Я укрепляю твой дух. Я рассеиваю туман в твоем разуме. И я помечаю твое имя благословением, защитой и победой. Но ты должен оставаться со мной. Не уходи. Потому что в следующем разделе я произнесу молитву, созданную специально для твоего прорыва, молитву, которая активирует все, что мы построили на этом пути до сих пор. Ты не просто будешь слушать, ты войдешь в согласие с сверхъестественным постановлением, которое несет в себе силу изменить все. Остаться. Принимай. Готовь свой дух. Дитя мое, теперь, когда ты выровнял свое сердце с откровением, которое я изливал тебе, настало время войти в самый глубокий и священный момент этого послания – молитву, которая активирует твое чудо. Это не поверхностная молитва. Это не мягкая просьба. Это божественный, сверхъестественный, святой призыв, который простирается в невидимый мир и стягивает оттуда благословение, изобилие, обещания и наследие, приготовленные для твоей судьбы. Это молитва – завершение всего, что я предвосхищал. Она напрямую связана с маслом вдовы, моментом, который ты увидел в часть 3, моментом, к которому я готовил тебя. Здесь поворачивается ключ. Здесь и открывается дверь. Здесь завет проявляется силой. Успокой свой разум. Дыши медленно. Пусть твой дух поднимется. И слушай меня так, будто само небо склоняется, чтобы прошептать эти слова в твою душу. Возлюбленное мое дитя, подними глаза ко мне, потому что я, Господь Бог твой, стою сейчас перед тобой. Я наблюдал твой путь. Я видел твое страдание. Я считал каждую слезу, измерял каждый страх,
записывал каждую молитву и держал каждый момент твоей слабости в моей вечной памяти. Ничто не было напрасным. Ничто не было упущено. Ничто не было проигнорировано. Ты думал, что небо молчит, но небо готовило. Ты думал, что я далеко, но я работал за кулисами, выравнивая то, чего ты не мог увидеть. Теперь, в этот момент, часы ожидания, годы стойкости, пустыни, через которые ты прошел, бури, которые ты пережил, все это сходится в эту священную точку. Прими то, что я сейчас высвобожу. Теперь давай начнем молитву. Дитя мое, я провозглашаю над тобой ту же истину, которую я провозгласил над вдовой, пришедшей к моему пророку в 4 царств 4. Она сказала: «Мой муж умер. Мои дети в опасности. Мои долги поглотили меня». Она стояла на грани краха, как и ты стоял много раз. Но через моего слугу я задал ей один простой вопрос: «Что у тебя есть в доме?» Она ответила: «Только сосуд с маслом». Только. Лишь немного. Что-то маленькое. Незначительное. Недооцененное. Но я взял то, что она считала слишком малым, и вдохнул в это. И это масло стало ее прорывом. Это масло стало чудом. Это масло стало богатством, которое оплатило ее долги, защитило ее детей, восстановило ее будущее и переписало ее судьбу. И сейчас я задаю тебе тот же вопрос в этой молитве: что у тебя есть в твоем доме? Что у тебя есть в твоей душе? Что у тебя есть в твоих руках? Ты можешь думать, что у тебя только немного, только обрывок надежды, только разбитая мечта, только ослабевшая вера, только уставший дух. Но этого немного достаточно. Я могу умножить это. Я могу преобразить это. Я могу вдохнуть в это до тех пор, пока оно не переполнится. Твое малое – это семя. Твоего изобилия. Твое малое – сосуд, через который я доставлю твой прорыв. Теперь слушай, пока я молюсь это над твоим духом. Отец Небесный, Боже Авраама, Исаака и Иакова, Боже той вдовы, у которой масло не закончилось, я стою между небом и землей и поднимаю этого ребенка в твое присутствие. Я прошу тебя сейчас открыть окна неба и излить такое благословение, которое не будет временным, не будет символическим, но изменит жизнь, изменит судьбу, окажет сверхъестественное влияние. Я провозглашаю, что на каждое место, где этот ребенок переживал нужду, ты сейчас высвободишь изобилие. На каждое место, где было сухо, ты заставишь переливаться. Каждую дверь, которая была закрыта, ты откроешь с такой силой, что никакой враг не сможет устоять. Господь, Ты сказал в Своем Слове, в Исаии 45:2: «Я пойду пред Тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и железные запоры сломаю». Поэтому сейчас, Твоей властью, я говорю ко всяким железным воротам вокруг финансов этого ребенка, ко всякой медной преграде вокруг его потенциала, ко всякой невидимой стене, ограничивающей его урожай, и повелеваю им быть разрушенными. Ни человеческой силой, ни финансовой стратегией, ни одним лишь интеллектом, но божественным, святым вмешательством самого Бога. Господь, Ты пообещал в Филиппийцам 4 часа 19 минут, что восполнишь всякую нашу нужду по богатству Своему в славе. Ни по экономике, ни по их работе, ни по их образованию. По богатству Твоему, богатству вечному, бесконечному, безграничному. Так пусть же это богатство течет. Пусть оно сойдет, как дождь на пересохшую землю. Пусть сверхизобилие станет их новой нормой. Пусть финансовая стабильность, рост и безопасность поднимутся вокруг них, как крепость. И сейчас я говорю прямо в твою жизнь, дитя мое, твои долги сталкиваются с небом.
Твои тревоги растворяются в моем присутствии. Твои страхи лишаются своей силы. Твоя идентичность того, кто боролся, сменяется истиной. Ты избран, ты покрыт, ты благословлен, ты в благоволении, ты выровнен, ты сосуд чуда. Я молюсь сейчас, чтобы всякий родовой шаблон нищеты был разрушен. Всякое унаследованное мышление нужды было вырвано с корнем. Всякое внутреннее убеждение, говорившее «я недостаточен», было стерто из твоего духа. Я провозглашаю, что новая идентичность пишется в твоей душе. Ты не носитель страха. Ты носитель обещания. Ты не выживший в скудости. Ты наследник наследия. Ты не жертва своего прошлого. Ты избранный сосуд святого будущего. Господь, я прошу Тебя сейчас вложить ключ в дух этого ребенка. Ключ, который открывает творчество, возможности, смелость, превосходство, дисциплину, видение и божественную мудрость. Ключ, который открывает разговоры с нужными людьми. Ключ, который открывает повышение, контракты, идеи, двери, сверхъестественное обеспечение. Ключ, который выравнивает их с целью, которую ты сформировал задолго до их рождения. И теперь, дитя мое, я снова обращаюсь к тебе. Подними свой дух. Подними свои ожидания. Подними свои мысли выше своих страхов. Потому что я, Господь Бог твой, совершаю в тебе новое. Ты почувствуешь этот сдвиг. Ты ощутишь эти перемены. Ты увидишь, как начнут появляться знамения. Твой сон изменится. Твои мысли изменятся. Твое состояние изменится. Твои возможности изменятся. И твои финансы изменятся. Не по удаче, не по совпадению, а по завету. Теперь слушай, пока я запечатываю эту молитву. Я провозглашаю над тобой Второзаконие 28:8. Пошлет Господь тебе благословение в житницы твои и на всякое дело рук твоих. Это означает, что твой банковский счет будет благословлен. Твои планы будут благословлены. Твои идеи будут благословлены. Твое будущее будет благословлено. Ты не будешь трудиться напрасно. Ты не будешь работать без награды. Ты не будешь входить в комнаты без божественного благоволения, окружающего тебя как щит. Я провозглашаю над тобой Псалом 22:23. Господь, пастырь твой, ты ни в чем не будешь нуждаться. Это означает, что нужда больше не будет управлять твоей жизнью. Скудость не будет диктовать твои решения. Страх не будет направлять твои шаги. Ты не будешь нуждаться. Ты не будешь бояться будущего. Ты не будешь склоняться перед обстоятельствами. И теперь я провозглашаю завершение подготовки и развязки. Масло твоей жизни, то самое, что ты считал слишком малым, вот-вот умножится. Точно так же, как вдова наполняла сосуд за сосудом, пока не переполнился каждый, твоя жизнь будет переливаться. Твои финансы будут переливаться. Твои возможности будут переливаться. Твой мир будет переливаться. Твоя смелость будет переливаться. Ты собрал свои сосуды, оставаясь до конца этого послания. Теперь масло начинает литься. Это твой момент. Это твой переломный пункт. Это твое божественное преображение. Молитва запечатана. Завет активирован. Прорыв начался. Готовься, дитя мое. В следующей, последней части я завершу это послание благословением, связывающим все вместе и открывающим путь для следующей главы твоего пути. Остаться со мной. Последнее слово близко. Дитя мое, ты дошел до последней главы этого священного пути.
и я хочу, чтобы ты на мгновение остановился и позволил своему духу почувствовать вес того, что было высвобождено в твою жизнь. Ты прошел через откровение, столкновение, исцеление, исправление, пробуждение и активацию. Ты слушал с открытым сердцем, трепещущей душой и разумом, готовым к преображению. То, что ты получил в этом послании, не просто ободрение, не просто утешение. Это божественная, сверхъестественная инъекция истины, власти и направления. Это благословение, которое отмечает переломный момент в твоей судьбе, момент, когда заканчивается твоя старая история и начинается новая, святая глава. Пока я говорю с тобой сейчас, позволь заключительным словам глубоко осесть внутри тебя. Завет был активирован. Обещание было произнесено. Ключ был вложен в твои руки. Дверь перед тобой была открыта рукой Божьей, и ни одна сила тьмы, ни одно человеческое ограничение, ни страх, ни сомнение, ни обстоятельства не смогут закрыть то, что я открыл. Ты вошел в выравнивание со своим наследием, и все с этого момента начинает смещаться в сторону изобилия, обеспечения, перелива и сверхъестественного движения. Дитя мое, ты не уходишь от этого послания прежним. Небо уже начало перестраивать ситуации в твою пользу. Ангелы уже были посланы. Возможности уже начали двигаться к тебе. Масло, как масло вдовы, уже течет. Ты можешь пока этого не видеть, но будешь ощущать. Ты можешь пока не понимать всего, но в ближайшие дни будешь узнавать первые признаки. Первые подтверждения появятся сначала тихо, как мягкий шепот. Мысль, приносящая мир. Дверь, открывшаяся неожиданно. Решение, пришедшее в идеальный момент. Разговор, изменивший направление. Это знамение твоего нового урожая, начало твоего преображения. Прежде чем ты оставишь это послание, услышь меня ясно, ты должен держаться за свою веру. Ты должен защищать свой дух от старых шаблонов и старых страхов. Ты должен ежедневно напоминать себе, что ты больше не тот, кем был, ты теперь сосуд святого чуда. Когда мысли страха попытаются вернуться, упрекни их истиной. Когда сомнение попытается заговорить, заглуши его моим словом. Когда негатив попытается подняться, провозгласи с властью, что твое будущее закреплено Богом, который никогда не подводит. Ты входишь в изобилие не благодаря удаче, а благодаря завету. Ты поднимаешься не по случайности, а по божественному выравниванию. И теперь, дитя мое, я прошу тебя сделать одну вещь, простое действие, но с духовным значением. Я хочу, чтобы ты написал комментарий внизу как печать согласия, как публичную декларацию перед небом и землей, как пророческую отметку твоего преображения. Напиши эти слова: «Я прохожу через дверь, которую открыл Бог. Мой урожай начинается сейчас». Напиши это смело. Напиши с убежденностью. Напиши как заявление идентичности и судьбы. Твой комментарий не для аплодисментов, он для выравнивания. Это эхо твоего духа, соглашающегося с тем, что небо уже сказало о тебе. Это символическое поднятие твоего сосуда перед излиянием. И, дитя мое, я также прошу тебя, если это послание коснулось твоего духа, если оно пробудило что-то внутри тебя, если подтвердило то, о чем ты молился, если принесло мир страхам, о которых ты никогда не говорил вслух, тогда подпишись на этот канал. Сделай это не ради чисел, не ради показателей, а потому, что тебе нужно оставаться связанным с следующими волнами откровения, которые я буду давать тебе. Это не конец твоего пути, это начало. Ты должен оставаться в выравнивании с посланиями, которые укрепляют твою веру, направляют твои шаги и углубляют твою духовную осознанность. Каждое следующее послание будет строиться на том, что было высвобождено сегодня,
создавая слои понимания, укрепления и божественной стратегии. Подпишись, чтобы никогда не пропустить следующую инструкцию, следующее пророческое направление, следующий выпуск мудрости, следующий духовный прорыв. Оставайся связанным, чтобы продолжать ходить в том преображении, которое уже началось внутри тебя. Ты не предназначен идти этим путем в одиночестве. Ты предназначен идти с руководством, с откровением, с постоянными напоминаниями о том, кем ты становишься. Прежде чем мы закончим, позволь мне произнести над тобой одно последнее благословение. Не длинную молитву, а запечатывающее слово. Слово, которое помечает тебя. Слово, которое защищает то, что было посеяно. Я провозглашаю, что дверь перед тобой останется открытой. Я провозглашаю, что ключ, который я вложил в твой дух, никогда не будет утерян. Я провозглашаю, что твое сердце останется выровненным с небом. Я провозглашаю, что твои шаги будут направляемы божественной мудростью. Я провозглашаю, что твои мысли будут наполнены ясностью и силой. Я провозглашаю, что твои ресурсы будут умножаться. Я провозглашаю, что твой дом посетит мир. Я провозглашаю, что твой труд будет процветать. Я провозглашаю, что твои отношения исцелятся. Я провозглашаю, что твоя идентичность будет закреплена в истине. Я провозглашаю, что твое будущее откроет полноту твоего наследия. Я провозглашаю, что твоя жизнь будет свидетельством изобилия, благословения и чуда. Дитя мое, ты готов. Преображение началось. Ты носишь завет. Ты ходишь с обещанием. Ты стоишь под защитой Всевышнего. Для тебя больше нет ничего невозможного. Ничего недосягаемого. Ничего окончательно потерянного. Ничего сломанного сверх возможности восстановления. Иди вперед. Иди смело. Иди с верой, с мужеством, с уверенностью в Боге, который никогда тебя не оставит. И когда ты закончишь это послание, не просто закрой экран и не возвращайся к жизни, как она была. Остановись. Поразмышляй. Почти этот момент. Напиши свою декларацию в комментариях. Подпишись, чтобы оставаться выровненным с будущими откровениями. И выйдя в свой день, зная, что небо коснулось твоей жизни так, что это уже нельзя отменить. Твой следующий сезон начинается сейчас. Я с тобой. Я иду впереди тебя. И я никогда не подведу тебя. Иди с миром, дитя мое. Твой урожай идет. Твой прорыв уже.